Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я хочу приготовить безумно вкусный и достаточно полезный для нашего организма обед на скорую руку – обжаренный шпинат. Обжаренный шпинат насколько бюджетный и простой в приготовлении, настолько же вкусный и очень полезный обед. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра. А гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные, полезные и практичные видеорецепты от Вуаля Ас. Для приготовления обжаренного шпината мне понадобится сам шпинат, кинза, укроп, репчатый лук, топленое масло, яйца и поваренная соль. Вот и все. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, укажу внизу под видео. Итак, всю зелень помыла, положила в дуршлаг, затем на хлопковую скатерть, чтобы вода стекла. Лук кладу в холодную воду, затем снимаю шелуху, мою его и вновь кладу в холодную воду. Нарезаю лук, предварительно продержанный в холодной воде, глаза хотя бы на чуток меньше горят и слезятся. После чего нарезаю лук тонкими перышками. Лук можно нарезать мелко, а можно нарезать в длинные перышки. Главное, чтобы перышки были тонкими. Тонко нарезанный репчатый лук чуть-чуть солю, мну и отправляю в сотейник с толстым дном. Перетертый солью лук становится вялым, благодаря чему лук обжаривается, сохраняя свою нежную структуру. Обжариваю лук до бледно-золотистого цвета. Именно до бледно-золотистого цвета, так как луку еще надо будет дожариться вместе с зеленью. Пока жарится лук, нарезаю зелень. Зелень нарезаю достаточно крупно, примерно по 5-6 сантиметров, не меньше. Я нарезаю зелень настолько крупно не потому, что мне лень или хочется сэкономить время, а всего лишь потому, что в этом нет необходимости. Вот как только эти крупные листья шпината попадают в горячий сотейник, они теряют свой объем и выглядят достаточно аккуратными. А слишком мелко нарезанная зелень, особенно шпинат, выделяет очень много сока, из-за чего приходится дольше жарить зелень, в результате чего больше витаминов и микроэлементов, полезных для нашего организма, теряются. А ведь шпинат содержит железо, кальций, магний, он богат клетчаткой, а по содержанию растительного белка шпинат – чемпион среди зелени. Так что при желании, конечно, можно нарезать зелень мелко, но я бы не советовала. Также крупно нарезаю укроп и кинзу. При этом периодически контролирую лук. Нельзя допустить, чтобы он подгорел. Ведь кроме того, что подгоревший лук придает обеду неприятный вкус, это очень вредно для организма. Теперь отправляю всю зелень в сотейник, солю и обжариваю, вернее тушу ее вместе с луком на среднем огне. На это уходит 10-15 минут. Вот как-то так, примерно так. При необходимости можно чуть-чуть уменьшить огонь. Ориентируйтесь на свою плиту. Тушу зелень под закрытой крышкой. Так и витамины побольше сохранятся, цвет у обеда останется более ярким, да и сам обед получится более сочным. Едва начав готовить этот обед, уже приближаемся к финальным аккордам. Да, можно сказать, обед уже готов. Насколько мне известно, многие на этом этапе и завершают приготовление этого обеда. Но мы больше всего любим обжаренный шпинат в классическом его варианте, то есть залитый яйцом.
Пока тушилась зелень с луком, я в отдельной миске сбила яйца и посолила их. В взбитые яйца можно положить столовую ложку молока или питьевой воды. Но если обжарить, тушить шпинат, ну и всю зелень в целом, так, чтобы зелень осталась сочной, в таком случае можно в яйца не класть молоко или воду. Друзья, вот для обжаренного шпината я сегодня использовала 3 пучка шпината и по одному пучку кинзы и укропа. Все это, конечно же, укажу внизу под видео, но вопрос не в этом. Пучки зелени были достаточно большие, но смотрите, что от них осталось. Они заметно потеряли в объеме. Текстура зелени достаточно сочная, но нет излишней влаги. Вот если бы я порезала бы зелень мелко, то шпинат, да и вся зелень, но в основном шпинат, конечно, выпустил бы очень много сока. И мне сейчас приходилось бы ждать, пока влага выпарится. При этом я бы потеряла время, а обед – бесценные витамины. Все, даю зелени потушиться еще пару минут, и можно считать, что миссия выполнена. Теперь заливаю зелень яйцом, выключаю плиту, но сотейник оставляю на плите. Плита все еще достаточно горячая, и этого будет достаточно, чтобы яйца тоже дожарились. Вуаля! Легкий в приготовлении, достаточно бюджетный, но безумно вкусный и сытный обед обжаренный шпинат готов. Я кладу обжаренный шпинат на тарелку и подаю его на стол. К нему можно подавать катык или же сметану с небольшой жирностью. Обжаренный шпинат с катыком или со сметаной очень хорошо сочетаются. Друзья, а попробуйте приготовить обжаренный шпинат для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Обжаренный шпинат – достаточно бюджетный обед, и он готовится из самых подручных продуктов, которые имеются практически в каждом доме и в каждом холодильнике, где маломальски любят готовить. На его приготовление уходит минимальное количество времени, самый простой и доступный набор продуктов. Но, несмотря на то, что обжаренный шпинат достаточно бюджетный обед и готовится на скорую руку, его нельзя недооценивать. Он очень полезный для нашего организма. Я настоятельно рекомендую вам приготовить вот такую вкуснятину. Всем приятного аппетита! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом и опытом приготовления обжаренного шпината. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!